том, чтобы завести списанную собаку полицейского, есть свои преимущества, особенно если вы женщина, живущая в Чикаго. Так думала Изабелла. Но все пошло не так, как планировалось, когда она пошла воспользоваться банкоматом, и на ее пути встал угрожающий мужчина. Все произошло в одно мгновение, но то, что сделала ее собака, поразило даже ее. В Чикаго опасность всегда подстерегает за каждым углом, и у Изабеллы было немало встреч, которые она хотела бы забыть. Будучи одинокой молодой женщиной, она, вероятно, была самой главной мишенью для большинства людей, которые бродили по улицам с дурными намерениями. Что еще хуже, ее бросил парень и выгнал из дома. К сожалению, с финансами у нее было туго, поэтому она была вынуждена переехать в один из худших районов города. Это одна из тех жизненных ситуаций, когда вы не можете изменить ситуацию сразу, поэтому вам нужно извлечь из нее максимум пользы и противостоять тому, что жизнь бросает вам навстречу. С тех пор, как она переехала в этот район, ее дважды грабили, и люди часто преследовали ее и задирали. Однажды ее чуть не похитили, и ей удалось спастись только потому, что у нее был с собой перцовый баллончик. Короче говоря, Изабелла чувствовала себя очень неуютно, и она ничего не могла сделать, чтобы переехать в лучший район, по крайней мере, пока. К счастью для нее, идеальное решение было преподнесено ей на блюдечке с голубой каемочкой и пришло из совершенно неожиданного источника. Однажды Изабелла решила пойти в местный приют для животных. Она чувствовала себя немного одинокой и решила посмотреть, не сможет ли она найти кошку, которую можно было бы усыновить. Однако ее внимание сразу же привлекло другое животное. В дверь вошел полицейский с немецкой овчаркой, выглядевший постарше. Изабелла случайно услышала, как сотрудник сказал ей, что это бывший полицейский пес и что животному нужен новый дом, поскольку никто в участке не хочет о нем заботиться. Когда Изабелла услышала это, она подумала, что могла бы решить обе проблемы одновременно. Она прервала офицера полиции, представилась и объяснила свою ситуацию, умоляя его позволить ей усыновить собаку. У полицейского не было никаких проблем с этим. Его, казалось, даже не волновала история. Он просто хотел избавиться от собаки. Изабелле это показалось немного странным, но она была слишком счастлива, чтобы обращать на это внимание. Собаку звали Джейн, и с первых минут прогулки с ней Изабелла чувствовала, что люди смотрят на нее по-другому. Никто не окликал ее, а когда кто-то свистнул и она остановилась, они немедленно извинились. Изабелла чувствовала, что рядом с Джейн она обладает какой-то сверхспособностью. Она чувствовала себя неприкасаемой и в большей безопасности, чем когда-либо с тех пор, как переехала в этот район. Похоже, дела наконец-то пошли на лад. Когда они приехали домой, Изабелла познакомила Джейн с ее новым домом, но на животное, похоже, это не произвело особого впечатления. Хвост собаки был опущен, когда она обнюхивала все в доме, как будто что-то искала. От некоторых привычек трудно избавиться. По ночам Джейн была беспокойной, и Изабелла слышала, как она ходит по дому, даже когда дверь в ее комнату была закрыта. Утром она крепко спала на диване. Это было странно, но, возможно, собака обычно дежурила по ночам, когда она была полицейской собакой и привыкла к перевернутому графику. Изабелле пришлось попробовать ввести новый распорядок, потому что она хотела, чтобы собака могла сопровождать ее днем. Поэтому Изабелла решила остаться дома и подождать, пока Джейн проснется, прежде чем выходить на улицу. Перспектива выходить одной приводила ее в ужас, хотя она делала это последние 2 месяца. Но она была права, что подождала, так как Джейн была нужна ей в тот день. Когда наступил полдень, собака снова проснулась и была полна энергии. Очень вовремя, потому что Изабелле нужно было снять деньги в ближайшем банкомате, и она чувствовала себя очень неуютно каждый раз, когда ей приходилось это делать. И на то были веские причины.
Это было одно из мест, где ее уже грабили раньше, и она знала, что там ограбили и многих других людей. Преступникам было очень легко это сделать, потому что вокруг не было камер видеонаблюдения, а полиция ничего не предприняла в связи со всеми сообщениями, которые были сделаны по этому поводу. Однако поблизости не было другого банкомата, так что у Изабеллы и у всех остальных соседей не было особого выбора, кроме как продолжать пользоваться банкоматом. Когда они с Джейн подошли к банкомату, в очереди никого не было, только пара человек вокруг. Они, вероятно, ждали, что кто-нибудь снимет деньги, которые стоило бы украсть, но Изабелла чувствовала себя в безопасности рядом с Джейн, а собака была начеку, когда они подошли к банкомату, чтобы никто не подошел к ним близко. Когда Изабелла отходила от банкомата, она почувствовала на себе чей-то взгляд и увидела, что Джейн продолжает оглядываться. Было ясно, что кто-то следует за ними, но девушка продолжала идти. Рядом с Джейн она чувствовала себя в безопасности, но все же поспешила удалиться. Когда она подходила к своему дому, навстречу ей направились трое мужчин, и выглядели они совсем недружелюбно. Изабелла замерла и притянула Джейн к себе. Сначала собака ничего не предпринимала, но когда мужчины подошли ближе, Джейн начала рычать и скалить на них зубы. Мужчины быстро перешли улицу и ушли. Изабелла почувствовала огромное облегчение, а когда они вернулись домой, она угостила Джейн дополнительным угощением. Кто знает, что бы с ней случилось, если бы Джейн там не было. Это почти заставило Изабеллу забыть о странном поведении собаки прошлой ночью. Следующие несколько ночей в доме Изабеллы Джейн вела себя в основном так же. Она была очень активна по ночам, и всякий раз, когда слышала поблизости полицейские сирены, ей казалось, что она ждала, когда ее заберут. Это немного огорчило Изабеллу, но она надеялась, что Джейн привыкнет к своему новому дому и сделала все возможное, чтобы собаке было комфортно. Однажды вечером снова пришло время снимать деньги, и Изабелла направилась к банкомату. Когда они подошли, банкомат был пуст, за исключением мужчины, стоявшего в нескольких футах от него с капюшоном на голове. Изабелла колебалась, но в конце концов все равно решила зайти. Подойдя к банкомату, Джейн сначала растерялась. Она была настороже и, казалось, очень интересовалась мужчиной, напряженно принюхиваясь в его сторону. Сняв деньги, Изабелла быстро положила их в кошелек, чтобы мужчина не догадался, сколько именно у нее денег. Это было немного, но ей нужен был каждый доллар, чтобы платить за квартиру. Все время, пока Изабелла пользовалась банкоматом, Джейн не сводила глаз с мужчины. Внезапно он начал приближаться к ним. Сердце Изабеллы бешено заколотилось в груди, но Джейн ничего не предпринимала. Она не двигалась, а Изабелла не хотела оставаться одна. Она попыталась позвать Джейн по имени, и это привлекло внимание собаки. Затем Джейн начала рычать на мужчину, который вел себя очень странно. Если он хотел ограбить ее, то у него это плохо получалось. В конце концов, Изабелле надоело, и она сильно дернула поводок. Джейн наконец поняла, что хочет девушка, и повиновалась. Но незнакомый мужчина побежал в направлении Изабеллы. Изабелла вскрикнула от шока. Она попыталась убежать, но мужчина преградил ей путь. «Пожалуйста», — взмолилась она, — «у меня мало денег. Пожалуйста, не причиняйте мне вреда». Она крепко держала свою сумочку и поводок Джейн, надеясь, что собака образумится и сделает что-нибудь, чтобы отпугнуть мужчину. Но она этого не сделала. Она просто зарычала на мужчину, но не так, как раньше, когда она отпугнула 3 других мужчин. Тем временем мужчина просто стоял там. Изабелла понимала, что ей нужно как можно скорее убираться. Она не хотела выяснять, что задумал этот мужчина. Она отвернулась, но мужчина быстро повернулся к ней лицом. Всякий раз, когда она двигалась, он преграждал ей путь и даже приближался к ней. Изабелла отступила назад, но, увидев, что мужчина остался на месте, решила, что это хороший шанс убежать.
Она уже собиралась это сделать, когда Джейн двинулась вперед, чтобы приблизиться к мужчине. Изабелла туго натянула поводок, но от этого стало только хуже. Джейн начала скулить и вырываться, чтобы приблизиться к мужчине. Собака дернула так сильно, что поводок вылетел из рук девушки, и она закричала. Изабелла не хотела, чтобы ее собака причинила вред мужчине, а только напугала его настолько, чтобы они вернулись домой. Но вместо того, чтобы напасть на мужчину, собака совершила нечто по-настоящему шокирующее. Она подбежала к мужчине и прыгнула ему на руки. Мужчина засмеялся и с легкостью поймал Джейн. Собака начала лизать лицо мужчины, и его толстовка упала, обнажив самого обычного старика. «Это моя собака», — сказал мужчина, положив Джейн на землю, и приказала ей лечь. Без колебаний Джейн тут же легла на землю. «Меня зовут Алекс», — наконец сказал мужчина. «Я бывший офицер полиции. Сейчас я уже на пенсии. Джейн была моей напарницей, но я не мог взять ее с собой, потому что в то время у нее была работа». Изабелла была ошеломлена. Это объясняло, почему Джейн так заинтересовалась этим мужчиной. Очевидно, что Алекс увидел Джейн и Изабеллу поблизости и узнал собаку. Он не хотел пугать Изабеллу, приближаясь к ней, поэтому решил проследовать за ней. Оказалось, что мужчина просто хотел обнять Джейн в последний раз, потому что он очень любил ее. Они решили встретиться за чашкой кофе, чтобы поговорить при свете дня. И тогда Изабелла поняла, что у него не было никаких дурных намерений. Все прошло так хорошо, что она согласилась встречаться с ним 2-3 раза в неделю, чтобы он мог поддерживать связь с Джейн. И вы можете себе представить, как это обрадовало собаку. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.